Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 13 по 19 мая. Давайте узнаем, что нам подскажут карты для вашего знака зодиака. Будем реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз, но я надеюсь, первое, проведем приятно с вами время. Ну и второе, вы люди очень интуитивны, вы как-то по-особенному чувствуете карты, поэтому и подсказки вы для себя получите. Я, по крайней мере, на это искренне надеюсь, а также приглашаю вас на свой сайт. У меня есть статья «Планетарный гороскоп на май 2024 года». И я оставлю ссылку в описании под видео. Это для всех знаков зодиака, именно по планетам. И доброе небо мая располагает к тому, чтобы мы для себя сделали что-то хорошее или решили. Глядите, прочитайте статью. И для тех, кто какие-то отгадки на свои жизненные загадки ищет, я думаю, вы найдете что-то полезное. Итак, мы идем вперед. Что важно знать в нашем традиционном прогнозе? Первая карта для вас, мои дорогие скорпионы, на неделю с 13 по 19 мая. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, что вас будет радовать? Достанем карту «Что скрыто» и по основным сферам жизни. Энергии. На дела, работа, бизнес. Энергии денег. Личная жизнь. Как видят карты. Что важно знать, есть выбор или нужно решить какой-то вопрос. По двойке жезлов, дамы, есть какое-то перепутье. Хотя у каждого по-своему. Все же жезлы, больше энергетика, именно дела, работа, бизнес, деньги. Поэтому такой, своеобразный перепутье, тупик или развилка может быть в вопросах работы, как мне поступить. И вы будете искать недостающую информацию или каких-то конкретных людей, которые либо вам оказать содействие могут, либо это в партнерских отношениях может быть и выбор партнера по бизнесу, или как мне правильно поступить. По этой карте есть еще такое значение, что нам придется как будто какое-то время, может быть, сидеть словно на двух стульях, и вашим, и нашим, потому что сделать этот выбор сложно. Для кого-то это может проиграться через личную жизнь. Вам нужно тоже как-то определиться. И не просто в эмоциях определиться, а с конкретными вашими действиями, куда же дальше. Давайте увидим неожиданности. В неожиданностях апатия. И причем у кого-то это может быть из-за усталости, когда уставшие люди делают ошибки, или когда мне ничего не хочется. Вот это как раз карта такого равнодушия к жизни, когда предлагают буквально рука с небес кубок, а молодой человек зачитался книгу, он ушел в свои мысли или в какую-то свою философию жизненную, и он ничего не видит вокруг, что происходит. Сама по себе карта говорит о том, что, может быть, и выбор-то сложно сделать, потому что вы не видите, чему отдать предпочтение. А как будто ситуация-то, она ясна, она у вас перед глазами. Но, может быть, как если два направления, есть то, чего вы не хотите лишаться, или то, что вам дорого, любимо, вы не можете отказаться, например. А как будто выбор очевиден, мои дорогие. И вот тут правильно оценить, не смешать, наверное, какую-то конкретику на этой неделе с вашими эмоциями будет важно. Обе карты достаточно мелкие, они не говорят о чем-то глобальном. Все в ваших руках от начала до конца. Чему сейчас не время? Эмоции, правда, могут помешать, хотя прекрасная карта Паш кубков, больше о радости, о приятных новостях или каких-то позитивных моментах в любом случае на этой неделе. Но не время предаться какому-то восхищению. И несмотря на то, что карта больше говорит о позитивных эмоциях, тем не менее, в позиции не время, это правда, какой-то эмоциональный фон нам может застилать глаза или мешать рациональности. А рационально нужно увидеть какую-то возможность. Давайте мы спросим, а что же тогда помогает?
неспешные действия. Вы знаете, вам как разграничивать нужно. Самого себя не подгонять. С одной стороны, посмотрите, вроде как выбор нужно делать, да? А карта нам говорит по семерке пентаклей, есть какая-то конкретика, которую вы на данной неделе не можете решить. Это всегда та задержка, которая объективна. Это могут деньги задерживаться, но это тогда в позиции вам помогает. Где-то не потратите или, может быть, не совершите какую-то покупку, а потом вообще передумаете. Или по этой карте, в принципе, ваша сильная позиция. Удержание всего того, что вы уже достигли. Ну, где-то и денег, когда действительно, если есть в плане какие-то существенные траты, может быть, у кого-то купля-продажа недвижимости, но тогда здесь тоже не торопиться. Больше на сохранение как себя самих, так и того, что у вас вот сейчас есть в вашей жизни реальной. И я понимаю, меня смотрят люди из разных стран, у каждого своя какая-то и обстановка, и ситуация. Но, мои дорогие скорпионы, посмотрите, все карты достаточно некрупные. Какая-то жизненная, может быть, пауза, при том, при всем, что у вас есть возможности, и основная задача именно ее увидеть, или, может быть, сделать этот выбор, но не заставляя себя, не надевая розовые очки и не впадая в какую-то ненужную философию, а вот так, рационально, на сохранение. Давайте мы посмотрим, что же скрыто. От чего-то не отказаться. Для вас, вы знаете, какие-то вопросы по дому будет очень благополучным на этой неделе решить. Или по отношениям. Если у кого-то из вас есть выбор по части личной жизни, то нам все же выпадает карта десятка кубков. Это карта радости и счастья. Не должны пройти мимо своего счастья, мои дорогие. В неожиданностях, может быть, с учетом вот теперь уже всех 5 карт, когда у вас есть партнерские отношения, но для кого-то проиграется, что я не чувствую вдохновения, или вам хочется азарта. Тогда Паш Кубков говорит, не время тебе отправляться на какие-то авантюры, любовный скорпион, правда? Посмотрите, время скорее все сохранять. Или сохранить свое доброе имя как минимум. И если где-то есть, ну, какой-то флирт, назовем это так, тогда никто не должен об этом узнать. Нельзя рисковать собственным счастьем, правда? Все карты об этом говорят, и даже для людей семейных или в паре, если уж такое есть. Для тех, кто один или одна, тогда нам наоборот говорят, ну, где-то пора уже сделать свой выбор именно в сторону личного счастья. Не пройти, не думать, что само или сама судьба тебя найдет. Да, тут надо выйти как минимум или посмотреть судьбе навстречу вот этот предложенный кубок, но как-то вот изменить свою жизнь. Или, мои дорогие, если была какая-то ссора, есть возможность на этой неделе помириться. Давайте мы посмотрим дела, работа, бизнес. У кого что, маги. Ну, тут, наверное, любая тема, что бы вы тут ни задумали, вы сумеете проманипулировать так, как вы хотите. Но карта маг это тут не про любовь совсем. Карта мага – холодная энергия, когда правильно оценить общую обстановку, когда правильно оценить собственные возможности и как раз про взаимодействовать с теми реалиями, которые существуют в вашей жизни. Но, повторюсь, старший аркан – для вас нет ничего невозможного. Но и не расслабиться вот так, ну, буквально под деревом сидит молодой человек и чего-то ждет. Нет, все же карта маг – это активность в таких спокойных энергиях. И поэтому вы, мои дорогие скорпионы, если исключите эмоции, включите свой рационализм, хладнокровие, для вас вообще нет ничего невозможного. Потому что я всегда говорю, карта мага – это карта скорпиона. Скорпион умеет видеть, как и прошлое проанализировать, и будущее заглянуть, оценить самую сложную обстановку. Скорпион умеет на себя рассчитывать. Это ваше сильное качество. И тогда, когда другие мечутся в какой-то панике, даже иногда Скорпион четко понимает, что ему делать. И поэтому на этой неделе просто, понимаете, не, с одной стороны, не расслабиться чересчур, чтобы не упустить что-то важное, не создать для себя риска с другой стороны, не рисковать собственным добрым именем, положением, финансами
И тогда любое дело или то, что вы себе задумали, можете организовать или согласовать, или найти какой-то, ну, такую как лазейку, даже в тех ситуациях патовых, когда сложно выйти из какого-то лабиринта вам, у вас получится. Давайте посмотрим, что же на финансы. Королева жезлов как раз очень удачлива в финансах. Она умеет правильно распоряжаться деньгами, и есть еще сильные позиции, вы никогда не узнаете, что же она задумала. Отчасти это на деньги выпадает, и это вам приглашает вас, точнее, карта быть в таких энергиях, о себе много не рассказывать, рядом карта мага, уже точно, наверняка. Королева жезлов умеет правильно оценить обстановку и правильно вложить деньги. У кого-то с учетом семерки пентаклей, может быть, правда, нужно подождать, прежде чем что-то приобретать, покупать или куда-то вкладываться. Сохранение собственных позиций. Счастье, успех, удача, любят тишину, об этом тоже помните. По королеве жезлов вы можете столкнуться с таким человеком, от которого, ну, знаете, как другие энергии, какой-то азарт исходит, или который вам может очень быть интересен. Королева жезлов всегда обладает магнетизмом, с ней хочется дружить, с ней хочется развивать отношения, с ней хочется как-то быть вместе, возле нее хочется. Может быть, есть реально в вашей жизни такой человек, а вам тогда говорят, что, ну, как-то нужно быть все равно рациональнее, потому что вы ее не сумеете разгадать полностью. И кто знает, может быть, по карте Маковой какой-то, ну, как это ваш партнер по бизнесу или у кого-то партнер по браку, и есть какие-то коллизии ваши межличностные, которые упираются в финансы, и вам нужно решить, согласовать какой-то вопрос. И вполне вероятно, у кого-то это будет детский вопрос, а вы, ну, какая-то прежняя история у вас уже завершилась. Да, был брак, возможно, вы расстались, не сложилось взаимопонимание, но остались финансовые вопросы, остались дети, и тоже нужно еще что-то проговорить или наперед решить какие-то вопросы. Ну, наверное, самые разные направления с учетом вот этих карт. Но, повторюсь, в ваших силах, мои дорогие скорпионы, решить любую задачу. Давайте мы посмотрим личной жизни. А в личной жизни у нас тут семья, победа, праздник после победы. У кого-то решится ваш семейный вопрос и будет сделан вот этот самый выбор между партнерами. Или вы найдете, ну, общие точки, как договориться, сумеете провести важные разговоры в вашей паре, если были какие-то сложности, недоговоренности. Или вы можете обустроить какое-то совместное дело, проект. Для кого-то из вас вы в паре надумаете менять ваше место жительства. Или вы займетесь обустройством личной жизни наперед, на будущее. Что-то опять же будете планировать. Какие-то возможности новые могут прийти на этой неделе в плане информации. И, наверное, здесь у каждого по-своему. Для людей семейных, для тех, кто в паре. Даже если сложные были отношения, мои дорогие скорпионы, есть возможность как и примириться, так и какие-то вопросы наперед наметить. Ну, что-то по финансам себе уже стратегию новую проложить. Для тех, кто один или одна, ну, не сидите где-то так в одиночестве. Все-таки карта говорит, что полноценное счастье, оно когда в паре. Когда этот праздник, он всесторонний. Посмотрите, 4 жезла, это как 4 столпа. Это якорь, это поддержка, это уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. И десятка-то кубков как раз в позиции, что скрыто. Конечно, не рисковать буквально отношениями семейными и теми, кто вам дорог. Об этом нам тоже говорит карта. Но, повторюсь, смотрят люди разные, и у каждого какие-то свои задачи. Мои дорогие скорпионы, ваша неделя, но каждый из вас ее будет как-то подстраивать по-своему, под то «хочу», которое будет важно вам. Правда, сильная позиция. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.